Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей концерна Great Wall Motors. Значит, в сегодняшнем видео у нас пойдет разговор о Ховере H5 с дизельным мотором со следующей проблемой. Автомобиль из-под одного хозяина, пробега там что-то уже за 200, ну, машина немножко подуставшая, и история у нее такая достаточно болезненная. На первых 10 тысячах на машине перевернулись, и после переворота, как только ее поставили на колеса, ее попытались завести, чего делать категорически нельзя, потому что у вас масло в цилиндрах. Ну, там потом хозяин, что же он еще рассказывал, менял поршень, потому что, по-моему, прогорел. Ну, это уже после было. Ну, в общем, автомобиль уже повидал. Обратился к нам, говорит, ну, перегревается, говорит, прокладка. Ну и вообще, говорит, как бы пора бы уже, наверное, его капиталить, потому что, говорит, и маслица подъедает, и, ну, такое. Ну, в общем, машина приехала своим ходом, а дальше смотрите в ролике. Итак, вот он, наш сегодняшний герой. Автомобиль с города Иваново с достаточно интересной историей. Автомобиль в одних руках, то есть всю дорогу им владел один и тот же человек. Вот. На 10 тысячах машина перевернулась. Говорит, ну не он был за рулем, а его родственник. После того, как ее поставили на колеса, вместо того, чтобы как бы дотащить ее до гаража, скажем так, ее начали заводить. Естественно, как хозяин сказал, говорит, прогорело там 2 поршня, но я так думаю, что там еще и что-то типа мини-гидроудара было, потому что масло все-таки стекло, естественно, в камеру сгорания. Вот. Значит, он сам лично поменял там 2 поршня, не разбирая полностью мотора, то есть снял поддоны, снял головку и поменял. Ну, ладно, бог бы с ним. Потом, по-моему, он менял прокладку ГБЦ. Сейчас, значит, проблема следующая. Говорит, ну, уже пробега здесь за 200. Здесь надо будет, значит, перебирать двигатель и менять прокладку. Ну, точнее, как перебирать двигатель. Сейчас надо будет сначала залезть, снять прокладку, потому что у него перегревается автомобиль. Вот, снять прокладку и посмотреть, что там по состоянию цилиндра-поршневой группы. Может быть, там и не придется лезть внутрь, но это потом. Значит, потом еще он попросил здесь поменять, значит, тормозные суппорта передние. Ну, так, по мелочи, короче. Вот, сейчас продемонстрирую запуск. У нас сегодня минус 10. Машина тут пару дней уже стоит. Сейчас продемонстрирую запуск, заодно и пробег покажу. То есть, как вы можете видеть, пробегу здесь у нас 213 тысяч. Сейчас будем запускать. Сейчас все выключу. Очень плохонько запускается. На это хозяин тоже жаловался. Ну, запуск вы слышите, запуск очень паршивый. Двигатель с перестуками. Здесь, скорее всего, конечно, еще и с форсунками проблема. Хотя хозяин говорит, что он их не так давно ремонтировал. В принципе, в целом так вот, вроде послушать. Мотор вроде как бы и неплохо работает, но есть у него легкий перестук, который мне не очень нравится. Скорее всего, вкладыши все-таки подпросели уже. Вот. Сейчас тогда мы ее загоняем в бокс, и там дальше покажу. Значит, приступили к разборке двигателя. Здесь у нас вот такая прелесть. Но самое веселое, это у нас вот здесь на патрубке. Он уже, корпус термостата, он уже сгнил нафиг. Я боюсь, что там и в блоке стакан термостата такой же уже. Так, значит, мотор-то мы сняли.
Здесь наблюдаем вот такую прелестную картину. Тут уже все сгнило, заглушечка, но на самом деле редко я такие моторы вижу. Но как бы если учесть тот факт, что у него уже вот здесь все сгнило нахрен, и вот здесь такая замечательная фигня, я думаю, что в ГБЦ там не сильно лучше. Алюминий, скорее всего, тоже пожратый. Надо будет подбирать заглушку. Ну, от ГРМ я снимаю сейчас. Второй ролик такой же. Сейчас я так наживлю его, чтобы одной рукой неудобно. Ну, вы слышали. В общем, весело. Мог бы, кстати, и доездить. А сам ремешок уже тоже такой. Уже не есть хороший, на самом деле. Непонятно. Ну это Континенталь. Но только 21-го года, то есть он уже так прилично покатался. Потом, тут вот я не знаю, на каком масле ездил этот мотор, но все в такой мазуте, а у него антифриз попадал в масло, потому что вот они разводы такие сейчас. Вот это вот мазутная пакость, это все результат попадания антифриза в масло. Его, видимо, попадало сюда немного, но есть. Ну, сейчас дальше разбираем. Тут у нас болт уже другой был перекручен, тут какая-то футорка стоит вкручена. Весело. Разбираем дальше. Так, отсоединили постель. Здесь у нас коромысла стоят вообще какие-то не с этой машины. Здесь они не держатся. Вон у него уже пружинка развалилась. Ладно, бог бы с ним. Но гидрики здесь уже все мертвые. Вообще вот насмерть просто. Очень интересно. Так, ГБЦ удалена. Прокладочка с Алиэкспресса. Ну, тогда неудивительно, что ее просекло. Хотя человек достаточно длительное время на ней ездил. Сейчас мы посмотрим, что у нас по состоянию цилиндров. Сейчас я фонарик возьму и все покажу. А по состоянию цилиндров у нас все не очень хорошо. Здесь уже прихваты. Здесь уже прихваты во всех горшках. То есть его перегревали. Перегревали хорошо. Потом какие-то поршня хозяин говорил менял. Какие, не знаю. Здесь вот он по клапанам получал. Причем получал только по первому и второму. Так, ну сейчас мы еще ГБЦ там ототрем. Тоже посмотрим ради интереса. Было ли касание у нас... Хотя не похоже, чтобы он поршнями молотил по голове. Но... Ну, там уже все как-то не весело, если честно. Все как-то не весело, если честно. Ну, в принципе, собственно, для того, чтобы было весело, хозяин к нам и приехал. Ну, собственно, как и думалось изначально, что ГБЦ у нас уйдет в металлолом, потому что здесь, вон оно, все сожрато. Это варить вообще уже бессмысленно. Вот просто бессмысленно. Можно было бы, если бы там небольшие раковины, еще можно было бы наварить. Здесь варить уже бессмысленно. То есть ГБЦ уходит в металлолом. Собственно, поддон-то скинули. А тут уже клондайк. Ладно, разбираем дальше, смотрим. В общем, ротор маслонасоса изношен, причем изношен прилично. Сам маслонасос тоже имеет приличную выработку. Ну, как бы 200 с лишним он отходил, уже хорошо. Вот. Сейчас дальше добираемся до штунов и коленвала. Итак, вот, значит, снял коленвал. Пройдемся сначала по вкладышам шатунным. Вкладыши шатунные здесь во вполне себе достаточно нормальном состоянии. К ним как бы у меня претензий нет. А вот теперь поехали по коренным. Я тут отмыл очистителем карбюратора.
То есть вот это уже вкладыш. Ну, еще держится, по крайней мере. Вот этот уже не держится. Еще чуть-чуть, и его провернуло. Здесь уже тоже. А теперь смотрим на наружные вкладыши. Вот у нас от первого цилиндра получается. Вот пошло. Первый, второй, уже тоже болтается. Третий, ну, тут вообще без слов. Четвертый еще худо-бедно. Ну и пятый тоже более-менее. Сейчас я протру коленвал и посмотрю, что у нас там. Будем надеяться, что с коленвалом все нормально, и его менять не придется. Ну, собственно, и колено у нас идет в утиль, потому что здесь прям вот очень сильно ощущается. Под 0,25 мы не выйдем. Вот эти две шеи, они очень сильно изуродованы. Под 0,25 мы не выведем вот эту шею. Я сейчас, конечно, еще промерю, но у меня вот есть уже подозрение, что нифига мы здесь под 0,25 не выйдем. Были бы под 0,5 размеры, вышли бы под 0,5. Под 0,25 мы здесь не выйдем. Итак, забрали блок с механических работ. Гильзы новые. Заглушечки в блок мы поставили новые. Все как положено, потому что те были уже вообще никакие. Сгнившие все нафиг. Вот, значит, сейчас приступаем к сборке этого блока. Тоже дальше покажем. Итак, коленвал протянут. Все вращается легко, прямо от руки. Все хорошо. Приступаем к сборке поршневой группы. Итак, блок у нас собран. Сцепление, естественно, новое. Заглушечки, как я уже говорил, все новые. Здесь все собрано. Сейчас мы будем все это внедрять. Выжимной я уже поставил новый. Фильтра поставили новые. Усилитель вакуумный мы поставим чуть попозже. Вот этот шланг мы будем менять, потому что здесь, когда мы откручивали, сломалась. Трубочка уже все-таки старенькая. И она рассохлась вся. Но это ничего. В общем, сейчас потихонечку будем все это внедрять обратно. Итак, ну, собственно, все у нас здесь собрано. Новый вакуумный усилитель, новый вакуумный насос, новую трубочку вот поставили. Уже залили антифриз. Масло уже проверено, прокачано по системе. Сейчас прокачиваем топливную аппаратуру. Мы это делаем вот так. Я говорю, снимаем датчик положения распредвала и коричневую фишечку на ТНВД. Это клапан-регулятор. Тем самым он начинает подавать максимальное давление в рампу. И после этого, естественно, у нас в рампу уходит. То есть прокачали, воздух отсоединили, приоткрутили. Вот там трубочку ослабили. То есть в рампу наполнилась. Дальше идем по очереди форсунки. Когда со всех форсунок потекла солярка, закрываем, датчики обратно подсоединяем, сбрасываем ошибки и запускаемся. Для нас это достаточно простой вариант. Итак, двигатель запущен. Вот буквально, я говорю, вот он уже работает секунд 15-20, да, видите, он работает абсолютно ровно. Все хорошо, сейчас быстро прокачиваем антифриз. Закрываем кожух ГРМ, и перегоняем его на подъемник, будем устанавливать тормозные суппорта новые. Итак, вот, в общем-то, вы все и увидели, да, я говорю, и это автомобиль в одних руках. По поводу антифриза хозяин сказал, что, говорит, мне знакомый в магазине сказал, что это, говорит, очень хороший антифриз. Не знаю, в чем он там очень хороший, сами вы видели, какие каналы, все заглушки съедены, ну, в общем, все как-то грустно. Здесь, в общем-то, мне и добавить-то нечего к этому ролику, да. Сейчас автомобиль уехал. И почему здесь не меняли мы мотор? Хотя от меня такое предложение поступало, что поменять двигатель, потому что, ну, сами видели, разрушения достаточно серьезные. Экономическая целесообразность пропадает. Вот. Здесь не стали менять. Почему? Потому что автомобиль нужен был человеку до Нового года. То есть жесткие тайминги. А двигатель ждать нам, ну, там, месяц, полтора, ну, 2. Да, и опять же, мы бы сейчас вляпались в новогодние праздники. Возможно, там проблемы были бы с таможней. И как бы вот. Поэтому было принято решение двигатель капиталить. Да, более мне нечего здесь сказать. В принципе, мотор сделали, говорю, мотор сейчас шепчет. Хозяин уехал, говорит, все хорошо, машина там у него тормозит теперь, потому что вакуумный насос, мы ему там вакуумный насос, вакуумный усилитель, все поменяли. В
появились тормоза сразу на машине, потому что когда мы выезжали из гаража на ней, значит, были проблемы с тем, что мы там чуть в стену не въехали, потому что тормозов тупо банально нету, там педаль даже продавливая, ничего не происходит. То есть хорошо ручник работал. Вот. Ну, а на этом, наверное, все. Подписываемся на канал. Обязательно ставим колокольчик, чтобы видеть все наши свежие ролики. Пишем комментарии. Всем всегда отвечу, всем всегда рад. Всем всего хорошего. Пока-пока.